Итак, логическое правило любой охоты подсказывает нам, чтобы познакомиться с девушкой, нужно мыслить как девушка. Поэтому хотя бы на 10 минут перестаньте слушать своих пикап-тренеров и послушайте меня. Сегодня я вас буду учить знакомиться не с абы какой девушкой, а только с очень клевой и адекватной. И, как вы могли заметить, большинство адекватных девушек, именно когда с ними пытаются познакомиться, почему-то реагируют страхом, обескураженностью, недоверчивостью и желанием отвергнуть вас, вместо того, чтобы сказать «да». Чем это обусловлено? Во-первых, вообще подходить на улице к незнакомым людям – это нарушение личностных границ, поэтому, естественно, первая автоматическая реакция – это просто смущение и обескураженность. Во-вторых, очень многих девушек, примерно моего возраста и чуть помладше, адекватных и клевых, воспитывали их таким образом, чтобы они заботились о своей репутации. И в культуру воспитания девушки именно входит то, что она не должна быть слишком сексуально доступной. Поэтому даже если вы ей нравитесь, и она хотела бы сказать «да», и вы вызываете у нее любопытство и интерес, то она в любом случае может все равно подумать сначала, а не сказать ли ей «нет», для того, чтобы в первую очередь для себя самой, а во-вторых, для вас не выглядеть плохо. Но самая главная особенность – это третья. Возможно, вы как мужчины этого совершенно не понимаете. В мире ваших представлений этого не существует. Но очень многие женщины и девушки чувствуют себя рядом с мужчинами небезопасно. У нас 70% женщин подвергается домашнему насилию до сих пор. И каждая четвертая женщина была жертвой сексуального насилия в своей жизни. И очень многие женщины, они боятся мужчин именно потому, что они физически слабее них, и любую попытку знакомства они воспринимают как сексуальную атаку на себя. Вы знаете, что такое фротеризм? Фротеризм – это когда ты едешь в троллейбусе домой из школы, и ты просто держишь руку на поручне и думаешь о чем-то своем, и в какой-то момент ты с ужасом понимаешь, что об твою руку трется такой мягкий кончик чьего-то члена. И тебе настолько страшно, ты не можешь даже поднять глаза, потому что это все сопровождается какой-то толкучкой, вокруг тебя очень много людей, их попы, потому что ты очень маленький по росту, и ты боишься просто поднять глаза. Или, например, ты идешь в школу темным зимним утром через какой-то пустырь, и ты видишь, что перед тобой стоит мужчина на каком-то почтительном расстоянии с распахнутым пальто, и у него там розовеет что-то в центре ширинки. Все это очень неприятно, и поэтому, когда вы подходите к женщине, она автоматически в первую очередь начинает вас именно бояться, потому что она чувствует опасность от сексуального посыла. Ведь если вы подходите к ней знакомиться, то это предполагается, что она вас сексуально заинтересовала. И, к сожалению, большинство женщин в наших странах испытывают от этого не удовольствие, не сексуальное возбуждение, не интерес, а в первую очередь смущение, страх и чувство небезопасности. Каким образом вы можете этого избежать? Когда вы подходите, то есть я вас хочу научить тому, во-первых, как говорить что-то, и, во-вторых, что говорить. И вот как говорить. Вы должны создать именно такую атмосферу, когда вы подходите к девушке, чтобы она чувствовала себя максимально безопасно рядом с вами, и чтобы она именно не боялась и испытывала доверие по отношению к вам. То есть она должна видеть, что вы добрый. Каким образом это можно достичь? Все свои сексуальные устремления в этот момент вы откручиваете до минимума и вообще их никак не показываете и не пытаетесь транслировать. А во-вторых, на максимум вы откручиваете именно свое дружелюбие, расположение по отношению к ней. И в первую очередь подходите знакомиться именно просто как друг, какой-то симпатичный, дружелюбный, добрый человек, который просто хочет именно испытать симпатию вне какого-то сексуального, полового контекста. То есть у вас должен быть максимум нежности. И что вообще такое мужская нежность? Мужская нежность, вот это вот такая трепетная, сильная, которую женщины обожают больше всего, это очень хорошо и высокоуровнево сдержанная сексуальность. И вот самое кайфовое, что вообще может быть для женщины, это когда с одной стороны она чувствует, что вы добрый, и рядом с вами она может чувствовать себя в безопасности, то есть полностью расслабиться.
И, во-вторых, когда она чувствует себя нужной. Поэтому, видите, насколько это жестко противоречит тому, чего вас вообще обычно пытаются учить. Вам говорят: будь мужественным, изображай из себя настоящего мужчину. Да, настоящий мужчина — это уверенный в себе. И когда вы пытаетесь быть таким уверенным в себе, вопреки своим собственным каким-то позывам, то вы выглядите для нее очень опасно, агрессивно, неискренне, и как будто вы вообще какой-то извращенец, которого надо изо всех сил остерегаться. И именно поэтому у нее это вызывает недоумение, и она говорит: нет, тут не нужно так делать, тут нужно быть именно в первую очередь добрым, открытым, искренним человеком, который как бы так говорит: упади, рядом со мной ты будешь в безопасности, я тебя все равно обниму, поддержу, и я способен обеспечивать эту атмосферу. Потому что женщина, когда выбирает себе там полового партнера, возлюбленного, для нее очень важно на будущее продумать, что она может на него полагаться, и она хотела бы себе выбрать именно наиболее высокоуровневого партнера. А именно наиболее высокоуровневый — это тот, который может справляться со своими чувствами, обрабатывать их, перерабатывать и сублимировать в какую-то наиболее высокую форму. А агрессивные импульсы и сексуальные, они очень близки друг к другу. И для девушки это хороший знак. Если она понимает, что вы способны сдержать свои сексуальные импульсы, значит, вы сможете сдержать свои и агрессивные импульсы тоже. То есть вы не будете ее бить, унижать, оскорблять, и она очень сильно захочет именно быть с вами, потому что она захочет вам довериться и расслабиться в вашем присутствии. Да, и свою неуверенность в себе тоже не нужно скрывать, потому что когда она видит, что вы немножечко волнуетесь, у вас дрожат пальцы, у вас дрожит голос, она это воспринимает как то, что она вам очень сильно понравилась, именно она вам очень сильно нужна, а из-за того, что у нас очень много женщин недолюбленные, недохваленные, она будет воспринимать это как то, что вы как бы ее фанат, и она будет от этого чувствовать себя невероятно желанной, и от этого она тоже дико кайфанет. И второе — это что нужно говорить. Обычно, когда вы смущаетесь, стесняетесь, вам не хватает сил на то, чтобы говорить просто искренне, и поэтому учат что-нибудь выдумывать, типа: вы не подскажете, как куда-нибудь пройти, или: ой, вы знаете, я фотограф, я бы вас хотел пофотографировать, вы очень красивая. Нет, опять же, когда вы пытаетесь говорить что-то не то, что вы думаете, и не то, что вы чувствуете, а что-то, что вы придумали, вот эта вот неискренность, она очень сильно чувствуется, потому что вы же на невербальном уровне транслируете одно, а на вербальном уровне говорите другое. И это вызывает подозрительность, что какой-то он маньячный типок, он какой-то, скорее всего, извращенец, и нет, лучше я буду держаться от него тоже подальше. И вместо этого, что бы я вам порекомендовала говорить? Первое, вы прислушиваетесь к своей эмоции, которая у вас сейчас есть. Второе, вы осознаете свою мысль, которая у вас есть, потом вы это чик соединяете и просто говорите. Вот из серии: что вижу, то пою, что хочется, то и говорите. Именно от этого она опять же почувствует вашу искренность, доброту и захочет вам довериться, и это максимально снимет напряжение и очень сильно улучшит атмосферу в вашем первичном диалоге. Вообще, ваша первая цель — это не вызвать у нее влюбленность. Влюбленность — это уже второй этап. Ваша первая цель — это просто вызвать у нее интерес. Вместо страха, недоверчивости вызвать у нее первичный интерес, любопытство, желание к вам присмотреться, навострить ушки и подумать: да, а вот в нем, наверное, что-то есть, да, ему я, пожалуй, сказала да. И поэтому лучше всего подходить и говорить просто что-то типа: привет, ты мне очень понравилась, я хочу с тобой познакомиться, давай познакомимся. Вот и все. Еще скажу вам третье, что когда вы боитесь подходить к девушкам на улице, и вообще, чем более адекватный парень, чем больше он умный, красивый, интеллигентный, чем более он симпатичный, чем более он идеальный, лакомый кусочек и мега-кандидат для близких отношений, тем больше у него обычно и возникает проблем с тем, чтобы подойти и познакомиться с девушками на улицах. Почему так происходит? Вы чувствуете стыд и вы чувствуете страх, но вы воспринимаете это на свой счет и думаете, что это вы не уверены в себе. А на самом деле эти ваши чувства, они являются индикатором вашего абсолютно
полностью адекватного восприятия реальности, потому что вы чувствуете, что девушки уже были травмированы каким-то неудачным опытом, во-первых, и во-вторых, вы чувствуете, что к вам предъявляются какие-то особые условия, ведь, не существует же, наверное, ни одного видео про то, как девушки познакомятся на улице с парнем, потому что девушка, если хочет, она просто подходит и знакомится, если у нее социальность на первом месте, она очень веселая, ей кто-то нравится, потому что девушкам не предъявляются культурные условия, а мужчинам именно предъявляются какая-то повышенная нагрузка, потому что мужская половая роль, она традиционным образом ассоциируется именно с активностью. То есть вы должны проявить активность, и при этом вы ее должны проявить в какой-то именно необходимой степени, то есть не быть чрезмерно брутальным и назидательным, вы не должны быть мямлей тюфяком, неуверенным в себе, и при этом вы должны проявить это в какой-то такой форме, чтобы это именно еще и было как на блюдечке с голубой каемочкой. Еще один момент, который хочу сказать, что если вы хотите повысить свою вероятность на успех, то вам нужно учитывать два момента. Во-первых, будет лучше, если вы будете подходить к девушке уже после того, как у вас с ней сложился какой-то первоначальный визуальный контакт. То есть вы посмотрели на нее, она с заинтересованностью и любопытством посмотрела на вас, вы опять посмотрели на нее, она все еще продолжает смотреть. Тогда точно уже подходите. И второе, не нужно подходить и знакомиться только ради тренировки, абы с кем. Подходите именно к тем, кто вам нравится больше всего, просто к топчику, просто к тому, к той девушке, которую вы воспринимаете именно как приз и выигрыш. Потому что вам это, конечно, максимально страшно, но именно когда вы к ней подойдете, у вас там какие-то лишние элементы отпадут, и наоборот откроется какое-то невероятное вдохновение, остроумие, и вы сможете раскрыться по максимуму полностью и раскрыть в себе именно такие грани вашего таланта, о которых вы даже не подозревали, потому что именно вот этот дофаминовый зуд, желание влюбленности, любви, оно будет вас подстегивать, потому что вы будете прям хотеть изощриться перед ней и доставить ей какое-то удовольствие, и это обязательно сработает. Да, вот вы так подошли, поговорили, сказали то, что вы чувствуете, сказали то, что вы думаете, типа «Привет, ты мне очень понравилась, ты очень красивая, такая необычная девушка. Я вообще обычно не подхожу, ни с кем не знакомлюсь на улице». Или вы почувствовали там страх, или то, что вам еще немножко стыдно, вы можете сказать: «Фух, да, вообще-то мне пришлось себя достаточно сильно преодолеть для того, чтобы к тебе подойти. Вообще это мне не свойственно». Вот, и, короче, так немножко поболтали, и потом уже для вас будет следующее видео, как влюбить в себя любого. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите вот это вот мое новое видео. Всем пока!